Продолжаем наш урок. Сегодня мы рассмотрим взаимосвязь After Effects и Premiere Pro. Эти две программы одной компании Adobe, и они между собой очень хорошо работают. Сегодня мы рассмотрим, как можно работать с этими двумя программами и между собой импортировать файлы. Многие путают After Effects с Premiere Pro. Premiere Pro – эта программа создана для видеомонтажа. After Effects – это программа визуальных эффектов, подвижной графики и прочее. Давайте откроем проект. И давайте перенесем сюда видео. Это немножко уменьшим его. И перенесем, давайте, вот это вот видео. Его немножко отдалим. Вот здесь давайте уменьшим тоже. Получается у нас вот такое вот видео. Что делаем теперь? Мы выделяем два этих файла и нажимаем Ctrl-C, то есть копируем. Открываем Adobe Premiere Pro. Создадим проект. Давайте назовем его также Moto. Создаем секвенцию. Так, давайте посмотрим, какие настройки у нас установлены в After Effects. И по ним создадим секвенцию в Premiere Pro. Заходим в композицию. Composition Settings. По ширине 1920, по высоте 1080. Заходим в Premiere Pro. Так, все так же. Нажимаем ОК. Мы нажали там Ctrl-C, то есть мы скопировали те два файла. Вот они у нас выделены. А теперь вставим их. Выделим область. Обязательно нужно учесть, что нужно выделять области перед тем, как работать. Либо слои нужно выделять, либо области, куда мы хотим вставить. Нажимаем Ctrl-V. Все, у нас перенеслись эти файлы. Видеодорожки. Заметьте, что видео без звука. Здесь отмечено V, V1, V2, то есть видео. Если бы на этих видеодорожках был бы наложен звук, то звук бы помещался бы сюда, на аудио. Давайте я добавлю звук. Посмотрим, как это будет выглядеть. Звуковая дорожка уже размещена ниже. Вот она. Здесь на ней волны звуковые. Уменьшим. Удалим. Давайте обрежем немножко. Перенесем. Что-нибудь сделаем здесь. Как-то вот так можно.
Здесь давайте тоже порежем. Перенесем сюда. Так, это сюда. Еще как можем перенести эти файлы. Вот. Например, вы в After Effects, да? Выделили, зашли в меню Edit, Copy, зашли в Premiere Pro, выделили ту область, куда вы хотите вставить, то есть сюда, да? Timeline. Нажали Edit и вот это вот Ctrl-V. Здесь горячие клавиши прописаны. И оно таким же образом сюда вставит все. Давайте теперь здесь скопируем. Ctrl-C. Перейдем в After Effects. Ctrl-V. Вот он вставил то, что мы нарезали. Видите, 4 файла. А это то, что было. Давайте я удалю эти два, которые были. И вот так мы подрезали их. Если мы хотим работать с каким-то отдельным тут отрезком или файлом, мы можем его выделить таким вот образом. Зайти в меню «Файл», Adobe Dynamic Link. И вот это вот первое, что сверху, Replace with After Effects Compositions. Вот оно, видео, которое было обрезано и выделено. Зайдем сюда. Вот оно красным обозначено. Я маркер времени сразу установлю на эту картинку. Дальше заходим в After Effects. Давайте что-нибудь сделаем с этим видео. Пропишем эффекты. Здесь у вас колонка есть. Здесь аудио, инфо. Вот. Находим колонку эффекты. Если у вас нет этой колонки, заходим в меню Windows и ставим вот здесь галочку. И у вас окошко вылезет с правой стороны. Набираем картун и добавляем этот эффект на картинку. Немножко ее меняем. Давайте как-нибудь вот так, чтобы она как-то заметно уже изменилась. Этот эффект делает из обычного видео, превращает в мультик. Это такой эффект интересный. Так, поэкспериментировали. Выделю, нажму тильду. Здесь наберу fit и пробел. Нажимаю тильду, возвращаюсь. Заходим в Premiere Pro. Выделим тильду. Все эффекты, которые там были использованы, они перешли и сюда. Они здесь уже тоже действуют. Сейчас оно все видео прокручивает. Здесь получается живое видео. А здесь уже с применением эффекта. Хорошо. Нажимаем клавишу тильда. Здесь мы разобрались.
Здесь мы можем открывать несколько проектов After Effects. Давайте откроем проект и посмотрим, как можно добавить два проекта. Открываем этот проект. И двойным кликом левой клавиши мыши, и он у нас переходит в виде папки. Если мы откроем папку, все, что входит в этот проект, будет в этой папке. Откроем. Мы можем работать с двумя и более проектами в After Effects, переключая их здесь, на таймлайне. Заходим в файл, Adobe Dynamic Link, Import After Effects Composition. Заходим сюда, выбираем и целиком, то есть папку, мы не можем перенести. Мы можем перенести ту композицию, которая в этой папке находится. Давайте посмотрим. Здесь 3 композиции. Откроем. Вот, это тот отрывочек, который мы как раз-таки редактировали. Давайте еще раз. Adobe Dynamic Link. Откроем уже что-то другое. Перетаскиваем на таймлайн. И здесь уже у нас видео целиком. Это то видео, которое мы резали на 4 части. Давайте создадим новую композицию, но в After Effects. Задаем параметры. И вот у нас появилась новая композиция в After Effects. Вот она у нас здесь открылась. Давайте закидаем сюда видео каких-нибудь. Давайте выделим вот это видео. Нажмем Ctrl-D. Еще. Немножко поредактируем таким вот образом. Вот так вот. Возвращаясь в Premiere Pro и зажимая ее, мы перетаскиваем на панель таймлайн ее. И все, что мы там сделали, оно появилось у нас в Premiere Pro. Удалим. Давайте это тоже удалим. Так. Здесь давайте тоже вот так вот удалим. Что мы можем сделать здесь? Здесь мы таким же образом можем сделать, как из Premiere Pro. Прожимаем двумя кликами по ней. Нажимаем пробел. И наше видео уже воспроизводится здесь. То есть такая взаимосвязь между Adobe Premiere Pro и After Effects. Они между собой очень хорошо работают. Мы можем создавать с Adobe Premiere Pro
секвенции в After Effects. Также с After Effects можем создавать в Adobe Premiere Pro. И внося изменения какие-либо, они будут вноситься автоматически и в той же программе. Также и наоборот. Создавая, например, здесь, вот мы создали здесь секвенцию. Переходим в After Effects, и она у нас здесь. Вот она у нас открылась. Давайте вот так вот я сделаю. Сразу добавлю. Переходим в After Effects. И они у нас здесь, эти файлы. Вот такая вот взаимосвязь между Adobe Premiere Pro и After Effects. На этом уроке, я думаю, мы достаточно уже разобрались о взаимосвязи. Перейдем к следующему уроку.